Дорогие друзья, всем доброго вечера. В нарушении традиции снимаю вечером. Обычно я снимаю либо ночью, либо под утро, когда у меня появляется время. Но сейчас я снимаю вечером, поскольку сегодня у меня больше времени появилось для того, чтобы вам подарить те ритуалы, которые я уже, скажем так, переписала, отложила в сторону, уже вот жду случая вам подарить. Этот ритуал называется красный ритуал. И красный ритуал посвящен богине Красе. Древнеславянская богиня, малоизвестная, но которая оставила в русском языке, в славянском языке определенный термин, который до сегодняшнего дня мы используем. Красная девица, красный молодец, прекрасный, да, красота, красивая жизнь, красный угол, краса, что в переводе означает как бы наилучшее, удача, хорошее, добро. Очень много слов соединяется воедино в слове краса. Красная, красота. А слово красное тоже пришло, собственно говоря, от ее названия, что означает красивое, добротное, яркое, удачливое, хорошее и так далее. Красный цвет. Цвет удачный, добротный, красивый. Да, видите, везде это слово красивый. Краса относится к пантеону, архаическому пантеону славянских богов, потому что есть менее известные боги славян, более известные, о которых мы знаем. Но исчезнув, собственно говоря, да, потерявшись в веках, потерявшись в этнологии славян, краса все-таки оставила свой след в выражениях, в словах, которые произносим до сих пор. Так вот, прекрасная жизнь, красная жизнь, красивая жизнь. Это все соединяется в одном слове. Божество, дающее добро, дающее удачу, дающее хорошую жизнь, добротную жизнь. Что для этого ритуала нужно? Для начала 8 красных свечей, как символическая цифра, часто встречается в славянской магии, по-другому называется равнинная магия. Ну, в религии, магии, теологии, как хотите. 8 свечей восковых. Если вы хотите для освещения своего ритуала свечи, обычные свечи, они тоже должны быть красные. У нас тут работы идут внизу, поэтому немножко так звук будет мешать. Ну, ничего страшного. Далее. Обязательно золото. Более никак. То есть ни серебро, ни что-либо другое. Бижутерию вообще исключаете из ритуалов, потому что бижутерии вы не можете вызывать силу удачи. Сила удачи, богатства вызывается богатством, символами богатства. Золотые украшения. Те, кто спрашивает, а что делать, если у меня их нет? Значит, выбирайте другие ритуалы, пока у вас золотые украшения не появятся. Когда появятся, тогда уже золотыми украшениями. Далее. Деньги. Я использую доллар. У меня связь с долларом лучше. Хотя она перевоплощается, приходит в рублях, но изначально с долларом связь лучше. Красная шерстяная нить и красный алтарь. Вот это все, что вы должны подготовить. И читать будем 8 раз. После чего свечи должны догореть. Другие свечи, которые просто для освещения, их можно потушить, использовать в других ритуалах. Золото, деньги по своим местам, естественно, носить можно. Обычно есть деньги, которые я использую только для работы, только для ритуалов.
Но если у вас есть такое желание, вы можете эти деньги использовать, новые принести. Но лучше, конечно, чтобы были те же самые купюры, они подпитывались энергией, все время тянули эти деньги к вам домой. Лежали у вас дома. После того, как все это завершится, значит, догорят свечи в течение 3 дней. В течение 3 дней выносите свечи под дерево, оставляете 8 монет и красное вино. Полусладкое, либо сухое, не имеет значения. Оставляйте и говорите: мой поклон и благодарность богине Красе. А в тот же самый день, когда делаете ритуал, берете красную нить и привязываете к двери, к центральной двери, то есть к двери, которая у вас открывается. К ручке двери привязываете с определенными словами. Я вам скажу, какие слова. И вы в свою жизнь пускаете удачу, силу удачи. С красной нитью связано много различных ритуалов, и они очень рабочие, сильные. Так уж получается. Особенно шерсть, которая всегда олицетворяла богатство, поскольку изначально в истоках человечества люди в основном занимались скотоводством, и это был основной доход и основной признак богатого человека, да, хорошее хозяйство, много стад овец и крупнорогатого скота и так далее. И потому еще с тех времен вот эти архаические понятия, энергии, денег, богатства и так далее, они все взаимосвязаны. Именно поэтому все вместе и срабатывает. Итак, зажигаем свечи и приступаем ко второму этапу ритуала. Итак, зажигаем 8 свечей и читаем 8 раз. Насколько часто можно провести этот ритуал и что делать с красной нитью через некоторое время? Через некоторое время, как только вы почувствуете, что, например, если вы занимаетесь куплей-продажей, у вас продаж меньше становится. Если вы заметите, что у вас начинаются такие мелкие финансовые проблемы и так далее, значит, ритуал себя исчерпал. Значит, уже вот та сила удачи, которая пришла в ваш дом, она свою функцию выполнила. Нужно обновить. Оторвите эту нить оттуда или срезайте, сожгите и повторите с новой ниткой по новой. Если с нитью что-то случится, ничего страшного не произойдет. Просто ритуал потеряет свою силу. Придется переделывать. Вот и все. Больше таких других проблем особо происходить не может. Читать нужно 8 раз. Я прочитаю несколько раз, поскольку у меня памяти особо не хватит. Итак, ритуал, посвященный богине Красе. Красный ритуал. Для прекрасной жизни, для красивой жизни. А красивая жизнь – это когда человек может позволить себе все то, что ему хочется, в основном финансово позволяет, да. Ну, основное – это уже наше дело, с кем жить, кого любить, кого гнать из своей судьбы, кого подпустить к себе близко. Это уже более моральная как бы часть жизни человека. Но в финансовом плане просить и получать мы можем. А уже как с этой жизнью распоряжаться самим, нам самим приходится решать. Это уже наша воля. На то нам и даны мозги и разум богами, чтобы мы сами решали дальше, как жить, как поступать. Начнем. Красное поле, широкое раздолье. Посреди поля красный замок стоит. Из замка на поле богиня красная зрит. И голосом своим, да словом могучим она говорит: духи Дивии, духи Навии, духи красные, счастье несущие, богатство дающие, чистые духи земли, сильные духи воды, могучие духи огня, быстрые духи небесных сфер. Собирайтесь, да слетайтесь, жрецы красные, красные богини, посреди поля красного, красный огонь разожгли, руки к небу подняли, богов призвали, да прославили, и ко мне духов красных направили, а я их принимаю и благословляю. Сила красная, духи удачи, я заклинаю.
я молю и прошу. Словом могучим, заговором сильным, на красный алтарь сойди, красная сила, и дай мне, и дай мне закрома, набитые добром, полные кошели, денег, сундуки, злата и серебра полны. На столах лучшая еда, на плечах шелка и меха. Сила красная, на алтарь сойди. И с этого часу мне помоги. Приди, поселись в доме моем. Удачная сила. И каждый день дари мне то, что я просила. Ведь богатство я заслужила. И с этой минуты все получаю. Так и случится. Верю и знаю. Заклинаю. Запомните, эти ритуалы хорошо делать людям, у которых есть свои кафе, рестораны, салоны красоты. Вот вы можете такое провести там, в своем кабинете, а потом привязать красную ленту к основной ручке дверей. Неважно, что вы говорите «дом». Оно придет в это помещение. И у вас от клиентов не будет отбоя. Далее. Когда будете привязывать красную нить к дверям, говорите следующие слова. Красной нитью, с благословения красной богини Красы, красную силу удачи призываю в свой дом. Да будет так. Ну, вы можете назвать свой салон красоты, в свой ресторан, в свой магазин, ладно уж. Это не столь важно, но если вам это нужно, можете так назвать. Привязали и все. А как переделать, откупиться, я вам в начале ритуала сказала. Прочитаю еще раз заговор. Красное поле, широкое раздолье, посреди поля красный замок стоит. Из замка на поле богиня красная зрит. И голосом своим, да словом могучим она говорит: духи Диви, духи Нави, духи красные, счастье несущие, богатство дающие, чистые духи земли, сильные духи воды, могучие духи огня, быстрые духи небесных сфер. Собирайтесь да слетайтесь. Жрецы красные, красные богини, посреди поля красного, красный огонь разожгли, руки к небу подняли, богов призывали, да прославили, и ко мне духов красных направили, а я их принимаю и благословляю. Сила красная, духи удачи, я заклинаю, я молю и прошу, словом могучим, заговором сильным, на красный алтарь сойди, красная сила, и дай мне закрома, набитые добром, полные кошели денег, сундуки, злата и серебра полны, на столах лучшая еда, на плечах шелка и меха, сила красная, на алтарь сойди. И с этого часу мне помоги, приди, поселись в доме моем, удачная сила, и каждый день дари мне то, что я просила. Ведь богатство я заслужила, и с этой минуты все получаю. Так и случится, верю и знаю, заклинаю. И на нить, перед тем, как привязать к двери. Один раз нужно читать. Красной нитью с благословения красной богини Красы красную силу удачи призываю в свой дом. Да будет так. И вот что потом у вас случится, вы сами удивитесь. Если у вас маленький магазинчик, там продаете, можете там провести. Некоторые спрашивают, а можно ли делать дома, а туда перенести? К сожалению, в этом ритуале никак нельзя. Вы должны эту силу концентрировать и собрать в том помещении, в котором вы проводите этот ритуал. И тогда туда, в это помещение, эти силы и будут приходить. Удачи вам, и пусть богиня Краса дарует вам красную силу удачи. То есть прекрасную жизнь, красивое житье и во всем красное пребывание. Что значит прекрасное, богатое, добротное, благое и так далее. Всего хорошего.